Друзья BTS и RMA по всему миру, долгожданный день наконец настал. Двое из самых больших айдолов этого поколения, Чон Ченгук и Ким Тэхён, официально завершили свою военную службу. Это должно было стать моментом радости, празднования и теплого воссоединения. Однако то, что произошло вместо этого, разорвало сердце поклонников по всему миру. После более чем года жизни в тишине и вдали от всеобщего внимания Ченгук и Тэхён вернулись. Но этот день стал таким особенным не только потому, что их уволили из армии, а потому, что их первая встреча в качестве гражданских лиц снова была наполнена эмоциями, которые были глубже, чем просто празднование. Тэхён закончил свою службу на день раньше Ченгука. В то время фанаты уже готовились приветствовать его возле учебного центра. Над толпой развивались крики, флаги и баннеры «Welcome home V». Однако всех удивило появление Ченгука на следующий день. Никакой пресс-конференции, никаких постов в социальных сетях, никакого развлекательного протокола. Только одна цель – встретиться с Тэхёном. Они не встречались в аэропорту, на базе или в HYBE. Они выбрали место вдали от публики. Тихое место, достаточное, чтобы вместить эмоции двух друзей, которые долгое время были разлучены и каждый из которых прошел через свои собственные сложные испытания. Когда они встретились, не было ни камер, ни прожекторов, только долгое, содержательное объятие. По словам близкого источника, который был свидетелем встречи, Ченгук обнял Тэхёна очень крепко, как будто не хотел отпускать. И посреди тишины Ченгук тихо сказал: «Хён, я так скучаю по тебе, но это кажется странным, мы вернулись, но все кажется другим». Предложение может показаться простым, но именно в его простоте и заключается необычайная эмоциональная нагрузка. Сообщается, что Тэхён заплакал, услышав слова Ченгука. Слезы были не только из-за тоски, но и из-за осознания того, что время прошло, что мир, который они знали раньше, уже не совсем тот. Слова Ченгука тут же быстро разлетелись по социальным сетям. Армии по всему миру отреагировали по-разному. Многие признались, что плакали. Некоторые были тронуты, потому что чувствовали тревогу за предложением. Один фанат написал: «Ченгук всегда казался сильным. Но на этот раз, похоже, он несет бремя, которое не может объяснить». С одной стороны, возвращение этих двух айдолов было встречено большой вечеринкой. Гигантские рекламные щиты зажглись на Таймс-сквер, фанаты провели концерты памяти, а также социальные акции и благотворительные пожертвования от их имени. Армия в Сеуле даже устроила флешмоб перед зданием HYBE, исполнив «Spring Day» и пронеся мимо фотографии Тэхёна и Ченгука. Но за всей этой радостью остается вопрос: счастливы ли они? Готовы ли они вернуться в мир, который совершенно отличается от того, в котором они жили больше года? Многие аналитики отрасли говорят, что военная служба оказывает огромное психологическое воздействие на знаменитостей. Им приходится жить без сценической идентичности, проходить через тяжелую военную рутину, находиться вдали от внимания и учиться приспосабливаться к быстрому и стрессовому миру развлечений. За несколько дней до увольнения Ченгук, как сообщается, написал длинное письмо армии. Хотя оно не было официально опубликовано Big Eyed Music, некоторые просочившиеся клипы заставили многих фанатов плакать. Одно из широко распространенных предложений гласит: «Холодными ночами я часто задаюсь вопросом, ждешь ли ты нас еще?» Предложение показывает хрупкую сторону Ченгука, которого называют «золотым Макне». Он скучает по сцене, своим братьям из BTS, конечно же, по армии. Но он также несет бремя сомнений и давления, чтобы вернуться к тому, каким он был. Если Ченгук показывает свои эмоции через слова, Тэхин предпочитает молчать. После встречи с Ченгуком он загрузил на Уиверс только одну черно-белую фотографию. Никакой длинной подписи.
Всего одно короткое предложение. Фанаты размышляли. Это символ грусти, личные размышления или знак того, что он готовит новую работу. Многие считают, что Тэхён, который известен как поэтическая и глубокая личность, что-то сочиняет. Возможно, новую песню или стихотворение, чтобы выразить свои чувства. Некоторые даже обеспокоены тем, что молчание Тэхёна является символом большого давления, с которым он сталкивается. До сих пор Big Hit Music не делал официального заявления о следующих шагах BTS. Вернутся ли они как группа в 2025 году? Или каждый участник сначала сосредоточится на сольных проектах? Ясно, что и Чингук, и Тэхён претерпели серьезные изменения во время своей службы в армии. И эти изменения отразятся на их творчестве, будь то в форме альбома, концерта или даже в том, как они общаются с фанатами. Также есть новости о том, что Чингук проведет специальную прямую трансляцию на следующей неделе. Многие с нетерпением ждут, расскажет ли он о своих чувствах напрямую или просто захочет поприветствовать фанатов улыбкой, по которой они скучают. Несколько фанатов проанализировали фотографии их встречи, которые были распространены. Несколько корейских экспертов по языку тела заявили, что то, как Чингук держал спину Тэхёна, было выражением человека, которому нужны утешение и защита. Даже внутренний персонал HYBE, который не захотел называть своего имени, рассказал, что Чингук и Тэхён несколько раз интенсивно встречались с руководством за последнюю неделю. Они много говорили о будущем, о смысле быть артистом, о том, чего они на самом деле хотят, сказал источник. Когда их спросили, привело ли это к возможному перерыву в карьере или серьезным переменам, персонал только медленно покачал головой. Ясно, что они очень серьезно ко всему относятся. Возвращение Чингука и Тэхёна – это не просто возвращение двух мужчин со службы в армии. Это начало новой главы в истории BTS, главы, которая будет наполнена размышлениями, трансформацией и, конечно же, более глубокой музыкой. Они не просто мировые звезды. Они – люди, которые растут, которые чувствуют тоску, потерю и ищут смысл. И ARMY, как всегда, всегда будут рядом. Не только для того, чтобы праздновать их достижения, но и чтобы идти с ними на каждом шагу, и в спокойные времена, и в буре. Одно можно сказать наверняка. BTS никогда не вернутся той же группой. Они вернутся как более зрелая и более честная версия самих себя. И, возможно, именно этого мир ждет больше всего.